All this video will be in Russian. If you are not a Russian-speaking person, include the subtitles in the video settings. Thank you for your attention. Have a pleasant viewing. Всем привет, дорогие друзья, с вами ребята с канала СЦ, именно я, Ванек, а здесь со мной еще Максим. Всем привет! И сейчас, как вы знаете, буквально в течение 2-3 недель, а именно 14 июня 2018 года в России начнется чемпионат мира по футболу. И одним из городов проведения будет как раз-таки Москва. Да, сейчас мы вкратце вам постараемся показать всю Москву, все ее красоты, достопримечательности, походим по ней и все обязательно вам покажем. Поехали! Легендарный футбольный клуб «Спартак» никогда не имел своего стадиона. По сути своей, все свои матчи он проводил до какого-то времени в гостях, а именно до 2014 года. В 2014 году именно в районе Тушино был поставлен стадион, который сейчас называется «Открытие-арена» или же стадион «Спартак». Является одним из двух стадионов, где будет проводиться чемпионат мира в Москве. В 1957 году было принято решение о сооружении Останкинской телебашни. А вот что вы успеваете сделать за одну ночь? Посмотреть сезон любимого сериала, подготовиться к экзаменам, сессиям. А вот архитектор Николай Никитин смог спроектировать эту башню всего за одну ночь. Именно тогда эта башня стала самой большой во всем мире. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы решили взять вот такие вот велосипедики на прокат, чтобы покататься по Москве, так сказать, чтобы на метро не ездить туда-сюда. Вот. И сейчас вот Ванек стоит, разбирается, как вообще это все дело подключить и как там их вот снять вот с этой вот фигни и, в принципе, поехать. О нем знают не только коренные москвичи и не только жители России. Об этом спортивном комплексе знают все, кто так или иначе связан с спортом во всем мире. Все вышеперечисленное можно отнести как раз-таки к этому спортивному комплексу, который называется Лужники. Его футбольное поле принимало немало разных важных матчей. Этот стадион недавно претерпел реконструкцию. И уже вот буквально полгода назад он был открыт, и уже сейчас он в полной готовности к чемпионату мира по футболу 2018. Если ребрышек хватать, можно просто хватать, да в веселье утопать, на то поле присортать. Если просто так стоять. А вот вы знаете, что самое прикольное в парке Горького? Это вот ты идешь такой по дорожкам, да, идешь себе спокойненько, да. Тут хоп, можешь присесть. Главное, пятки не отрывать. Вот это чисто русский стиль. Но если ты какой-нибудь приезжий, да, ты не умеешь это делать, то ты можешь просто лечь. Петличка. Ты можешь просто лечь и спокойно, так сказать, полежать, понаслаждаться природой русской. Хорошо. Мы пришли покушать в Бургер Кинг. Это очень дорогой ресторан. Вот, Ване вкусно. Ему все хорошо. Вот. Ну, приступим тоже, так сказать. Мы прибыли в одно из самых оживленных мест города Москвы. Это улица Старый Арбат. Это как раз таки, можно сказать, культурное место этого города. И если вы хотите посмотреть на то, чем занимаются обыденные уличные музыканты или просто люди с какими-то творческими способностями, то вам обязательно сюда. Давайте просто без лишних слов посмотрим, что же здесь происходит.
Ну что, узнали? Мы сейчас находимся на Красной площади. Это по праву самая великая и самая известная всем площадь Российской Федерации. Сзади меня вот там находится собор Василия Блаженного. Его не очень хорошо видно, но мы обязательно покажем вам следующим кадром его. Вот здесь вот располагается Кремлевский некрополь, в котором лежат Сталин, Брежнев, Юрий Гагарин. Повернемся чуток сюда, оператор. Поворачивайся чуток сюда. Здесь вот лежит Ленин. Ну, мы все понимаем, что мы все за коммунизм, правильно? Вот, это наш мавзолей. Так, теперь поворачиваемся вот так вот. Поворачиваемся вот так вот. Это вот Государственный исторический музей, который распахнул свои двери аж в 1872 году. И еще поворачиваемся на 90 градусов. Это так называемый ГУМ, или же, можно сказать, Государственный универсальный магазин. Он известен своим мороженым, мы его пробовать не будем. Потому что мы его уже пробовали. Потому что мы его уже один разок пробовали, и ничего такого нет. Это все просто байки. Но обязательно, если вы будете здесь, то покушайте, может быть, вы откроете что-нибудь интересное. Природно-ландшафтный парк Зарядье был заложен совсем недавно, а именно в сентябре 2017 года. Заложен он был на месте снесенной 10 годами ранее гостиницы «Россия», известной на весь мир пожаром в 1977 году. Сзади меня располагается храм Христа Спасителя, и это самый главный храм вообще во всей Российской Федерации. Данное сооружение было возведено в честь героев Отечественной войны 1812 года. Главным проектировщиком и архитектором являлся Александр Витберг. Первая ассоциация у любого жителя зарубежья при слове «Россия», кроме, конечно же, водки, балалайки, матрешки и медведя, это будет как раз-таки Кремль, его вот эти вот красные стены и Спасская башня. И начало этого вот гигантского сооружения приходится примерно на 1156 год, когда Юрий Долгорукий построил первое укрепление длиной 850 метров и площадью в 3 гектара. Большой театр – это один из самых узнаваемых и значимых театров во всем мире. Современный вариант был разработан российско-итальянским архитектором Альбертом Кавасом аж в середине 19 века. Сейчас он располагается на Театральной площади. Ну, все потому, что как раз-таки здесь вот была Театральная площадь, и театр здесь решили поставить, ну, чтобы типа совпало. Это такие же совпадения не бывают просто так. Вот, поэтому все правильно, все удобно. Так, усадьба Царицына... Усадьба Царицына была заложена аж в 1776 году по повелению Екатерины II. Царицыно окружено с севера и с юга 2 оврагами. Над созданием императорской резиденции работали около 20 лет мастера своего дела, а именно Василий Баженов и Матвей Казаков. Подошла к концу первая часть обзора города Москвы перед чемпионатом мира 2018 года по футболу в России. Максим, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, давай не торопись. Вот если мы получим достаточное количество лайков под данным видеороликом, то, в принципе, мы и выложим вторую часть. Так что дело все за вами. Ставьте лайки, обязательно подписочку на канал, если вы здесь впервые. Смотрите другие видеоролики. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами были ребята с канала ОСЦ, а именно я, Ванек. Тут еще вот Максим тут, да, Макс. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ну что, ребятушки, всем пока. Надеемся до второго выпуска. Пока.